Итак, всем привет! Сегодня будем делать огонь для камина. Вот для этого скачайте заготовки для огня, то есть текстуры. И скачал я вот на этом сайте CG Textures. Вот здесь можете найти там разные виды огня, даже для свечки вот можно найти. Вот скачали. Вот, потом, ну, сначала надо будет зарегистрироваться, потом скачаете. Вот. Затем, вот у меня есть скачанная версия и есть черно-белая версия. Черно-белую версию делаем в фотошопе, да, то есть просто высветляем ее. Как сделать черно-белую версию в фотошопе? Открываем, где у вас находится огонь ваш. Вот. Открыли. Image, Adjustments, Black White. Все, вот он стал черно-белым. Так. После этого, значит, скачиваем свой камин. Я сделал вот такую вот заготовочку. И здесь немножко он у меня криво стоит. Но это ладно. Здесь, значит, создаем plane. Plane. Вот так вот. Создаем plane. И на него кидаем вот эту текстуру, которую мы создали. Так, вот это сюда кинул. VRMTL точно так же. Значит, diffuse, standard, bitmap. Ну и на рабочем столе я сейчас заберу свою текстуру. Так. Вот она. Значит, применяю ее. Включаю отображение текстуры. Ну, в общем-то, нормально. Если вас что-то не устраивает, то, как мы уже об этом говорили, Double Map и донастраиваем свою текстуру там каким-нибудь образом. Можно там огонь побольше сделать, например. Или наоборот сузить там. То есть как угодно. Вот. У меня прям идеально встал. Дальше. А, Чтобы у нас вот этих черных мест не было, вот как раз и существует. Мы создали черно-белую текстуру. Кидаем ее мы в Maps, в Opacity. Opacity это у нас прозрачность. Сюда кидаем черно-белую текстуру, черно-белую версию текстуры. Так, где она у нас? Вот она у нас. Кидаем. И можно сразу уже видеть, что у нас остался только огонь. Вот. И еще кидаем текстуру в Self Illumination. То есть, чтобы у нас было самосвечение. Берем, кидаем. Кидаем не черно-белую текстуру, а в принципе, знаете, чтобы не искать, можно просто взять отсюда. Так вот. Копи. И вот сюда paste копия. Так. Что-то у меня исчезло, что там, что тут. Ладно. Сюда. И снова копия. Paste копия. Вот, чтобы у нас получилось самосвечение огня. Таким вот образом. Так, ну и все. Задвигаем наш камин. То, что у нас получилось. Вот. И смотрим, что у нас произошло. Как у нас он встал. То есть можно там дров подложить или типа газовую горелку смоделировать там. Смотря на чем у вас он.
Можно увеличить вообще в размерах весь plane, чтобы огонь такой побольше был. Но это еще не все. Дело в том, что хоть у нас есть свечение, то есть огонь внутри, но свечения от него нету. То есть хорошо, если вы еще возьмете и поставите здесь V-Ray Plane. То есть вот здесь вот. Так, чтобы он подсвечивал внутри. Так, подсвечивал внутри. Как будто свечение происходит от огня. Так. У нас все потемнело, потому что у нас стоит реалистик. Давайте, пусть пока shaded будет стоять. Вот, и сейчас у нас огонь должен все подсвечивать. То есть не огонь, а в смысле, а plane должен подсвечивать вот эту внутреннюю часть, как будто свет будет исходить от огня. Давайте сделаем визуализацию, посмотрим, что получилось. Там видно, наверное, ничего не будет. Да. Ну, plane слишком сильно у нас там светится. Во-первых, нужно изменить мультиплеер, поставить его там 4. Во-вторых, нужно color, наверное, желтый более такой, чтобы он желтым подсвечивал. Вот. Ну и, соответственно, да, там внутренняя часть камина, она должна быть не белая, а там огнестойкий камень какой-то нужен. То есть нужно будет текстуру еще туда огнестойкого камня кинуть. Ну вот, как бы более-менее. Можно получше, конечно, все это настроить, сделать. Все в ваших руках. Я объяснил, как сделать примерно. А дальше вы уже как бы сами. Тут просто и сам камин не очень, и окружение не очень. То есть, вот, то есть классическое просто окружение сделано. Вот. Таким вот образом делается огонь. На этом все.